Если вы когда-нибудь наблюдали за звездами на ночном небе, то наверняка задавались вопросом, как представить себе бесконечность космоса. Бездна космического пространства, состоящего из энергии и материи, действительно поражает воображение. Астрономическая Вселенная не просто бесконечна, но и представляет собой единую систему ошеломляющей сложности. Это бесчисленное многообразие форм материи, восходящей из мельчайших частиц микромира в гигантские объекты макромира. Первичные строительные блоки материи – это неделимые элементарные частицы, которые могут распадаться, поглощаться и трансформироваться в новые частицы. Более того, эти строительные блоки способны изменять свои характеристики и проявлять не только свойства частиц, но и демонстрировать свойства электромагнитной волны, то есть распространяться в пространстве как колебания полей. Все известные элементарные частицы объединены в стандартную модель – теорию, описывающую их строение и взаимодействие. Помимо материи и энергии, у Вселенной присутствуют еще и такие категории, как пространство и время. После того, как физик Альберт Эйнштейн понял, что гравитация не просто притяжение материальных тел друг к другу, а свойство самого пространства-времени, в начале 20 века была представлена теория относительности Эйнштейна. Следствием этой теории является то, что пространство-время искривляется распределенными в нем массой и энергией. Таким образом, была создана теоретико-физическая конструкция пространственно-временного континуума, дополняющая пространство временным измерением. Благодаря теории относительности, которая, к слову, многократно подтверждена экспериментально, были достигнуты определенные успехи в понимании устройства Вселенной. Но несмотря на то, что теория ликвидировала многие противоречия и нестыковки в физике, для ученых, которые долгие годы бьются над объединением фундаментальных научных теорий, некоторые проблемы все еще остаются нерешенными. Дело в том, что теория относительности Эйнштейна, описывающая четвертое фундаментальное взаимодействие – гравитацию, имеет дело с гигантскими массами и скоростями, а стандартная модель с квантовыми частицами и тремя другими фундаментальными взаимодействиями – электромагнитным, сильным и слабым – действует на уровне микромира и не может подружиться с общей теорией относительности, так как не работает на больших масштабах. В последние годы жизни Эйнштейн пытался объединить теорию относительности и квантовую теорию в одну модель, которая даже получила название «теория всего». Однако она так и осталась незавершенной. До сих пор теории, описывающей устройство мира на основе взаимодействия материи, энергии и пространства-времени, все еще не существует. В настоящее время основными кандидатами на роль теории всего являются теория струн и петлевой квантовой гравитации. Тем не менее, работа над теорией, способной объединить все четыре взаимодействия в одной модели, продолжает занимать умы физиков. Одной из таких работ стало недавнее исследование ученых университета штата Северной Каролины, которые создали теорию описания Вселенной с использованием новейших математических инструментов. Новая теория базируется на простой, но гениальной идее о существовании строительного блока материи, который является более фундаментальным, чем частица и волна. Ученые рассматривали двойственные свойства субатомных частиц, частицы и волны, как противоположности. Частица – это элемент материи, который существует в одной точке, а волны же существуют везде, кроме тех точек, которые их создают. Поэтому за основу была взята такая элементарная частица материи, как концентрированная энергия, которая обладает свойствами частицы, но способна распространяться в пространстве и времени, как волна. Внешне такой элемент выглядит как звезда, основная концентрация энергии которой находится в центре в виде частицы. Затем, по мере удаления от центра, излучение энергии становится менее интенсивным и распространяется в пространстве как волна. В новой теории Ларри Сильверберг и Джеффри Эйшен рассматривают Вселенную как четырехмерное энергетическое поле, удовлетворяющее уравнением векторной непрерывности. Опуская математические подробности, в представлении авторов теория выглядит так. Потоки энергии состоят из линий, заполняющих область пространства и времени, втекающих и вытекающих, никогда не начинающихся, не заканчивающихся и не пересекающихся.
Ученые назвали составные части этого поля фрагментами энергии, которые объединяют в себе свойства и волны, и частицы. Именно эти фрагменты энергии и являются универсальным строительным блоком для формирования материи и всего существующего во Вселенной. В качестве доказательства своей теории Сильверберг и Эйшен применили математические построения для вычисления аномального сдвига орбиты Меркурия и гравитационного отклонения света при прохождении планеты вблизи Солнца. Собственно, первый успех общей теории относительности Эйнштейна и состоял в объяснении аномальной прецессии перигелия Меркурия, который не согласовывался с ньютоновским законом всемирного тяготения. Первоначальное подтверждение было получено самим Эйнштейном в 1915 году и объяснялось деформацией пространства-времени, связанной в частности с присутствием массы энергии. Теория Эйнштейна точно предсказала, что искривление пространства-времени массой Солнца заставит орбиту Меркурия со временем колебаться. Авторы нового исследования рассчитали траектории движущихся фрагментов, предположив несколько математических решений. Результат превзошел все ожидания ученых и подтвердил их правоту. Полученные данные совпали с предсказаниями общей теории относительности. Таким образом, работа продемонстрировала, как новый фрагмент материи, концентрированная энергия, способен точно моделировать космические тела от микроскопического уровня до макромасштаба. И если Эйнштейну удалось решить парадокс, связанный с гравитацией, то, возможно, Сильверберг и Эйшен обнаружили последнее недостающее звено в универсальной теории – новый фундаментальный строительный блок материи. Стоит отметить, что до революции физики пока еще далеко, так как научное сообщество находится в ожидании экспертной оценки исследования и, вероятно, последующих жарких дебатов. Тем не менее, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что новая формулировка теории поля и пространства-времени в работе американских ученых позволит иначе взглянуть на устройство Вселенной. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Обращаем ваше внимание, что вы можете поддержать наш проект и пожертвовать любую сумму, нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из видео канала. Приглашаем вас в нашу группу ВКонтакте и в Инстаграм.